Итак, ребят, всем привет. В принципе, я записывала, да, последние видео о том, что происходит на тонком плане. Ну, а также не стоит забывать, что помимо тонкого плана у нас есть еще и наш физический, где происходят очень сейчас интересные события ввиду того, что президент Америки сейчас, который, да, пришел к власти, Дональд Трамп, полностью ломает старый мировой порядок. О чем это говорит? То есть мы можем видеть сейчас, что он вообще абсолютно не считаясь с международным правом каким-то, да, с вот этими вот всякими договоренностями, всякими такими межмировыми какими-то структурами, типа там ООН, НАТО, там и так далее, просто делает то, что он хочет. Это касается многих стран, где его не устраивает то или иное, то, что он хочет забрать. То есть мы сейчас можем видеть то, что происходит в Венесуэле. Отдельно про Венесуэлу я скажу, то есть мое мнение о так называемой спецоперации, которая была проведена в Венесуэле, вот, когда Мадуро просто оттуда вывезли, да, вот, также могу сказать, что сейчас он начинает, да, говорить про Кубу тоже, что сейчас Кубу он будет под свое вот руководство пытается загрести, также говорит о захвате Гренландии, что мы хотим забрать Гренландию себе, что типа, что кто-то против, и многое-многое другое. То есть, по сути, он сейчас несет мир по праву «хочу и беру», да, то есть и не считаясь абсолютно там с какими-то договоренностями, всякими вот этими уставами международными и прочее, прочее. По сути, они раньше не особо-то по этому уставу, давайте говорить открыто, все руководствовались. То есть те же самые глобалы, условно там вот Европа, да, там США в виде демократов, все эти уставы там и прочую херню создавали. При этом сами они редко, то есть они покрывали этими уставами какие-то свои желалки и хотелки. Они говорят, вот устав там, да, если какая-то страна где-то там не так действовала, как они хотят, они там говорили, вот, есть устав, вы там против этого устава идете. Но когда шел кто-то другой против этого устава, они говорили, ну это другое, это не то, это вот соответствует другому уставу, то есть терроризм это не терроризм, это борьба за справедливость, вот, а здесь вот это то, что делают, это не борьба за справедливость, это терроризм, то есть они выкручивали эти уставы международные так, как им удобно. Вот сейчас же, то есть когда Трамп в открытую делает различные вещи, то есть там нападает на суды какие-то там, да, задерживает под флагами, заходит на какие-то территории там, да, ну, просто захватывает лидеров и прочее, что вообще крайне противоречит вот этому международному праву и так далее, уставам вот этим, все молчат. Вся Европа, все заткнули свои рты, сидят и молчат. Почему? Потому что они ничего не могут сказать, потому что они сидят и оправдывают. Опять же, они говорят, нет, это другое, это другое. Какое другое? Ну, то есть здесь откровенно уже Трамп показывает, что, ну вот я плевал на все ваши уставы, да, а они все это продолжают пытаться действовать по этому типа кодексам там и так далее. Хотя эти кодексы были писаны просто для их же собственного удобства, для того, чтобы покрывать те или иные действия, понимаете? То есть это такие были манипуляции своего рода, что типа все должны этим каким-то правилам действовать, при этом правила крутили под себя, то есть трактовали их так, как им было выгодно. Вот, но на самом деле я здесь пришла с вами не болтать, по большей степени о том, что здесь происходит на физике, именно физическом понимании, а то, что я вижу, да, и видела, в том числе про то, как будет новый мировой порядок, условно, да, выстроен,
сейчас будет выстраиваться то, что я видела на тонком. И я, в принципе, уже говорила ранее в видео, еще в прошлом году, прошлогодние видео, вспомните мои, где я рассказывала про Трампа, и я говорила, что сейчас мир перейдет в систему империй. То, что Трамп вернет, то есть сейчас будут обратно возвращаться империи. Империи это что? Это огромные страны какие-то, оплоты, которые будут править всем миром. То есть империя, императорские, грубо говоря. И императорские это не то, что будут возвращены именно там а-ля там цари и так далее. Нет. Будет возвращена сама имперская система, то есть где какая-то единая страна, большая, как правило, страна, то есть у Трампа есть свое понимание, да, о том, что почему большая огромная страна, у которой есть огромная куча ресурсов, да, она сильная, она может эту силу показывать, почему она должна считаться с какой-то там европейской там непонятной Англией или Данией, да, типа как с неким равенством. То есть он не хочет это видеть, потому что это все, по его мнению, признак слабости, то есть слабости этой большой страны. И он считает, что это не совсем правильно, то есть почему какая-то там Дания или какая-то там непонятная занюханная Швейцария должна диктовать большой, огромной инфраструктурной там стране, владеющей огромными технологиями, деньгами, что ей там делать. И то есть он на самом деле абсолютно против вот этого. То есть он считает, что наоборот такая страна должна диктовать всему миру, как ему жить. И естественно, но при этом Трамп, он не видит это только с точки зрения, что вот есть одна империя, такая США, которая будет править всем миром. Нет, у него есть другое понимание, что есть большие сильные страны, такие как Россия, Китай, да, которые действительно такие имперские страны, огромные страны, владеющие огромной большой мощью. И эти страны должны править. Я вижу на тонком плане именно момент того, что Трамп, да, видит систему мира новую, и причем не только он. Там есть, как я говорила, большие договорники, которые сейчас уже перестраиваются в новую систему, в новую финансовую систему в первую очередь. Я говорила о том еще, что будет перестроена глобальная финансовая система, да. Еще я говорила в 2021-2022 году об этом, что вот в 2022 году, когда началась вся вот эта спецоперация там с Украиной, да, со всем этим, я говорила, что это в первую очередь война экономическая, а не физическая, что эта война будет полностью перестраивать весь именно экономический мировой порядок, новый выстраивать. И здесь мы сейчас можем видеть, как это происходит. То есть где право сильного, то есть сильные империи, грубо говоря, да, будут полностью подминать под себя все слабые. И то, как я это вижу, эти имперские вот такие вот, ну, большие огромные страны, они будут брать, то есть грубо говоря, мир будет поделен на определенные территории, где будут править те или иные страны. То есть полностью вся Америка, да, вот это вот сейчас то, что там происходит, Венесуэла, Куба, да, то, что под себя подминает США, это как раз-таки то, что не должно быть вот вокруг нее каких-то неподневольных, да, то есть она берет под опеку, грубо говоря, да, под свое правление вот эти страны, как бы это ни звучало, но я говорю так, как мне идет с тонкого, то есть теми словами, которые более, наверное, обозначают то, что будет. Вот, также и Китай, который будет управлять своей, да, определенной территорией, то есть которая как раз-таки это больше Азия, где именно идет вот азиатские страны, да, там большая огромная часть, то есть идет и Монголия, там и многое другое, то есть где будет конкретно смотрящим Китай.
И также Россия со своей стороны тоже будет одной из таких стран, которые возьмут на себя контроль над определенными территориями. Вот. И эти территории тоже будут ею контролироваться. Почему-то мне идет Европа. Я не знаю почему. Ребята, но США больше идет, что будет управлять вот этой частью территории странами Мексиканского залива, да. Россия будет управлять вот тем, что находится восточнее нее, то есть это вот где-то европейская, да, больше вот это вот сосредоточение стран, а Китай больше Азии. И то есть у каждого будет своя какая-то территориальная ответственность, при этом, при всем. Я не вижу конкуренции, вот как раньше, да, когда демократы правили, я видела конкуренцию империй, то есть всегда типа империи между собой боролись, всегда империи между собой там делили власть и так далее, то есть все мы помним холодную войну, да, между СССР и США, когда как раз-таки США там набрали вот этих европейских союзников и выстраивались там коалиции, вот эта вот система войн между большими крупными империями, попытки там свержения власти и много-много другое. Тут я этого не вижу, понимаете, то есть как будто вот время распри, оно ушло куда-то в прошлое, как будто сейчас, то есть выстраивается какой-то новый мировой порядок на 3 китах, где будут поделены территории между этими империями, и будет определенные правила, да, новый какой-то международный порядок. То есть типа там вот эти суставы ООН, там ля-ля-ля-ля, это же все входят все мелкие страны, да, все каждая, там вот она имеет право голоса. А тут как будто новая система мира, знаете, будет простроена так, что эти правила, какие-то определенные, что будет в мире и как весь мир будет жить, они будут прописаны именно вот этими большими империями, будут приняты между ними какие-то определенные договоренности, и они выстроят именно вот своими новыми вот устами, хочется сказать, ООН, почему-то вот именно их договоренности, именно этих больших империй будет выстроены новые правила для всего мира. И они будут оплотами, то есть вот эти вот, да, огромные страны, того, чтобы все эти правила соблюдали. Вот в таком виде. То есть вот в таком виде. Это вижу я. А насчет того, что сейчас происходит в Кубе, в Венесуэле. В принципе, про Венесуэлу я уже говорила, что там на юге Венесуэлы идет очень большой трафик действительно запрещенных веществ, о чем говорит Трамп. Я это видела на тонком, но помимо веществ, которые там, да, вот производят, это где-то в джунглях, там очень большой трафик этого всего. Сам город, в котором, да, сидел Мадуро, Каракас, по-моему, да, у них столица называется, там давно правят какие-то банды, то есть и правительство с этим не может справиться, потому что там какие-то банды, причем очень серьезные банды. Эти серьезные банды связаны с торговлей с Европой. Я об этом говорила. Это трафик не только запрещенных веществ, это трафик человеческих жизней, это трафик очень много всего. То есть там давно поставлена вот эта вся картельная деятельность уже на такой поток. То есть, когда я смотрю на Венесуэлу с тонкого плана, я вижу там вот этих людей, знаете, именно людей, которые почему-то выглядят как, ну не знаю, не то чтобы бандиты, а как вот в каких-то вот закрытых лицах, да, вот повязках, которые там с ножами, с оружием, много людей, которых банально продают. Понимаете, то есть там огромный черный трафик, черный рынок, он там развернутый настолько, насколько это может быть. И Мадуро с этим не справлялся, он вообще не мог с этим справиться, потому что страна полностью была в хаос.
посеяно, и они не могли вообще там ничего делать уже давно, то есть даже внутри собственной страны наладить нормальный режим власти там было достаточно проблематично. И об этом знали многие, в том числе знала Россия, что там очень большие проблемы, да, внутри страны именно с картелями. И эти картели, они связаны в первую очередь, я тоже об этом говорила, с Мексикой, то есть где в Мексике очень давно вот это вот все там, да, и с запрещенными веществами, и все вот это вот идет, и там это стало, ну, не то чтобы небезопасно, оно там всегда как-то все равно с Мексикой там где-то боролись, где-то еще что-то, и это все перешло, грубо говоря, на территорию вот этой Венесуэлы, потому что там это можно делать вообще абсолютно безопасно. То есть там это стало определенной нормой, что вот эти картели там делают, что хотят. Это ужасно. То есть там такая зона, где закон не может удержать это, где закон не может как-то с этим справиться вообще никоим образом. И это там достигло апогеев, потому что в том числе эти картели, на самом деле Мадуро ими не управлял. Нету такого, что он это организовывал, что он там что-то этим зарабатывал, нет, такого нет. Но я чувствую то, что эти картели, они угрожали ему, его власти, то есть он ничего не мог с ними сделать, потому что они стали как бы не то чтобы выше власти, это, знаете, когда человек у власти боится тех, кто живет в его же стране. То есть у него, да, есть силовики, есть какие-то структуры, еще что-то, но как будто он ничего не может с ними сделать, потому что они несут такую угрозу, что это не он их крышует, понимаете, а они, то есть пока они его терпят, типа он там сидит. Вот в таком виде. То есть, если бы он начал что-то делать, пытаться там с этим бороться, с этими картелями, что-то там делать, там ловить их или как-то что-то, то это бы закончилось очень плачевно для него в первую очередь, потому что они бы просто его убили, его семью, то есть там очень большая вот эта угроза идет. И я не знаю, насколько Трамп об этом знал, но у меня такое ощущение есть, что был разговор с Мадуро, то есть где когда Трамп говорил даже не с Мадуро, а когда он говорил с Мексикой, почему-то идет Мексика, был телефонный разговор, и он говорил президенту Мексики, он как бы угрожал, говорил, что вот идут вот эти вот трафики запрещенных веществ, вы ничего с этим не делаете и так далее. И ему вот президент Мексики рассказал о вот этой вот проблеме, то есть, да, которая идет. И далее эту проблему уже начали обмозговывать, то есть, что с ней делать и как делать. И там основной трафик, опять же, повторю, шел в Европу. И как раз-таки шел по большей мере в Америку, то есть туда, потому что вот эти элитки глобалистические, они это очень-очень большой их куш. То есть они на этом наедаются, я тоже об этом говорила, очень большие деньги, и все это курируют, естественно, глобалы, потому что вся вот эта вот мутня с вот этими трафиками и такими, и сякими, всем черным рынком, все это глобалы, потому что это очень огромные деньги. Я об этом говорила. И также я говорила в роликах, что сейчас будут им здесь обрезать ниточки, здесь обрезать, да, потому что они раньше как кукловоды везде вот управляли, и им будут эти нитки резать. И в том числе то, что происходит сейчас в Венесуэле, где раньше, если картели правили, то сейчас против США, понимаете, огромной страны, которая туда пригнала свои войска, начала там что-то шурдить, картели ничего не могут сделать. Они не могут, понимаете, прийти и начать угрожать президенту США. Это они могли прийти и начать угрожать там Мадуро, да, или вот этой вот девочке, которая там осталась, которая вот сейчас Мадуро,
А там они могут это делать, то есть угрожать там ей, да, еще что-то, но опять же ничего не могут сделать, потому что понимают, что она вроде как вообще сейчас ничего не может сделать, то есть смысл, ну, убьют они ее, придут, там что-то сделают, и что дальше, потому что она же ничего, она не может ничего сделать против того, что зашел такой Трамп и сказал: так, давайте-ка я здесь буду разбираться теперь, да. Она ничего с этим не может поделать, и они это тоже понимают, они сейчас там, они знают, что вот они как это, знаете, крысы, которые вот бегут с корабля и не знают, куда им деваться, потому что, ну, там дальше море, а в море можно потонуть, то есть они сейчас в очень большой растерянности, и вот этот отлаженный трафик, я не скажу, что он трещит по швам, но он уже вне стабильности, сама вот эта система, которая была выстроена в Венесуэле именно картелями, она вне стабильности большой, потому что сейчас им не до того, чтобы там ловить людей новых, еще что-то делать, то есть у них основная задача сейчас спасти свои пятые точки, вот, чем они начинают заниматься, и очень многие элиты, скажем так, в Европе очень сильно этим озабочены. Они не думают, те глобулы, да, которые там сидят, они не думают, что им кто-то что-то может предъявить, они абсолютно типа не причастны к этому, ну то есть те, кто, понимаете, делал это чужими руками, у них руки по локоть в крови, но выглядят чистыми, то есть не прикопаешься. Их это не коснется, на них там никто не выйдет, как на тех, кто всю эту систему так или иначе вел. Но они сейчас тоже обеспокоены, то есть потому что они понимают, что система, которую они налаживали очень долгое время, она сейчас рушится. То есть вот этого черного рынка, да, она сейчас рушится. Да, они в безопасности, но один из сегментов их управления, да, скажем так, бизнеса, вот для них это в первую очередь, он разрушен. То есть для них рушит то, что они создавали. Также хочу сказать, отметить по Гренландии, потому что сейчас Трамп активно взялся за Гренландию, где он там говорит, кого они там выставят против нас, собак на упряжках, что ли, да, типа, что за смех там и так далее. Смею напомнить, что Гренландия, она находится под Данией. А Дания, ребята, это в первую очередь королевская семья, которая до сих пор находится в Дании. И в сети очень много говорится о английской королевской семье, вот, много знаем мы про нее и про то, кто они такие, да, что они относятся к чернушной элите в первую очередь. Но как-то про Данию и ее королевскую семью очень мало различных источников, да, мало кто упоминает, а тем не менее они, в плане чернушности ничуть не хуже тех же самых английских правящих монархов, вот, тем более, что Гренландия, я еще смотрела это в где-то 22-м, наверное, году, я рассказывала на Бусти об этом, и на Ютубе я не раз упоминала о том, что я видела, что в Гренландии находятся определенные базы, определенные ритуальные, в том числе, да, моменты, где как раз-таки проходят разные сборища вот этих вот людей определенных, не людей даже, которые поклоняются темным силам, которые там проводят ритуалы именно на заснеженной земле. Вот. Плюсом там есть определенные темные, которые проживают там на постоянной основе, то есть это с других параллелей, да, в том числе чернушные, давайте назовем их инопланетянами, скажем так, которые тоже вот учат вот этих всех чернокнижников, скажем так, тому, что и как сделать для того, чтобы держать этот мир, да, в их власти и так далее. То есть не просто так Гренландия. Сейчас много говорят о том, что вот Гренландию пытаются отжать, потому что там несусветные ресурсы внутри.
потому что там, значит, стратегически важная точка для того, чтобы управлять Арктикой там и так далее и тому подобное. Да, может быть, это тоже там есть, но это очень важная точка со всех сторон именно для глобалистов, именно для тех, кто поклоняется темным силам, темным вот этим вот всем а, гадам нижнеуровневым, да, которые проводят там очень плохие ритуалы, в том числе с теми людьми, которых с Венесуэлы привозили, понимаете, там это все поставлено на поток, и это то, что хотят в том числе, да, остановить. То есть то, что хотят еще обрубить им вот этот момент. То есть это как нанесение удара, то есть Гренландия — это нанесение удара, прямого удара по глобалистическим силам. Это прям, ну не знаю, сердце, вот даже сейчас я говорю об этом, идет как сердце определенный, то есть удар прямо вот в это сердце всего этого. Я не скажу, что там прям вот смерть им всем будет, но то, что там находятся, какие-то вот эти вот ритуальные базы, я даже не знаю, что такое, толком я не смотрела полностью. Кстати, напишите в комментариях, если кому-то интересно, что там конкретно за базы, что там за такое, я могу снять отдельный ролик на YouTube, вот, и посмотреть это на тонком, прям конкретно, что там находится в Гренландии, что там делают, потому что я это видела мельком, но прям вот эту чернуху всю полностью я не рассматривала, потому что, ну, это очень тяжелая энергия, после которой надо еще отмываться очень-очень долго, потому что всю вот эту чернуху через себя пропускать, грубо говоря, через свои органы чувств, потому что когда ты считываешь тонкий план, тебе приходится вот эту вот всю вот эту энергию, да, через себя как-то считывать, то есть считывать, смотреть, и мерзость такая, я не люблю этого. Но если вам интересно, если вы захотите посмотреть, что там творится прям максимально, да, под лупой, то мы это обязательно сделаем. И сейчас, как я понимаю, да, то, что реакция вот такая хиленькая была у того же самого Путина о том, что там какой-то российский танкер, там, да, танкер под российским флагом какой-то там захватили с нефтью, реакция хиленькая на то, что там Мадуро захватили и так далее. Это не только было то, что мы там, ну и естественно, знаете, я не люблю геополитику, вот эта вот грязь, вот эта вся, что друзей предают в геополитике ради очень большой выгоды, где выгода больше начнет сулить, там можно и малым пожертвовать. То есть там, где геополитика, там нет места вот этой вот, знаете, дружбе, как там говорят, и прочее. То есть и вчерашний союзник может стать не нужен, да, и продан, когда будут более какие-то такие большие перспективы открываться. То есть мы можем видеть, как Трамп продает своих бывших союзников, да, а в принципе Путин тоже особо не парится насчет того, что там надо вот здесь и вот здесь делать. То есть большие цели, они обычно, ну, требуют жертв, а такие люди, которые сидят во главе государств больших, они обычно особо не парятся, когда надо эти жертвы складывать. Вот. Они легко идут на это, вот, для того, чтобы достичь большего. Таковы черты параноялов. Но ладно. Здесь можно все что угодно, как угодно, это все там говорить, вот это там неправильно с моральной точки зрения, еще что-то. Я это все понимаю, мне можно это не рассказывать, поэтому я не люблю смотреть политику. Для меня это все мерзко, все вот это вот, где люди это пиксели, где для них цель, да, оправдывает средства там и много другое. То есть для меня жизнь это что-то такое святое. Для меня понятие морали, оно достаточно глубокое, но вот у
людей, которые вот на таком глобальном уровне работают, да, у них немножко по-другому вообще мыслительные процессы происходят. Ну ладно, ребята, здесь немножко отойдем. Пишите, то хотите ли вы ролик про Гренландию, чтобы я посмотрела на тонком. И, кстати, ребята, я тут на отдых ездила, почему не было давно роликов. Я ездила отдыхать в горы, в Сочи. И там, где я недалеко, отдыхала, там недалеко были дольмены. Если вы подписаны на мой ТГ-канал, вы видели, я снимала кружочки вот с этими дольменами. И что я там видела, тоже немножко рассказывала, поэтому, если кому интересно или вы пропустили, да, какие-то такие вещи, подписывайтесь на мой ТГ-канал, ссылка в описании. Так вот, я уже засняла, как и обещала, как раз-таки в этих кружочках видео на Бусти про то, что я увидела на этих дольменах. Вообще посмотрела на тонком, что на самом деле представляют из себя дольмены, потому что о них идет очень-очень много различных мифов, легенд. Кто-то говорит, что это там место захоронений, кто-то говорит, что там это предки какие-то знания заложили, кто-то говорит, что там духи живут, вот, которые там помогают и так далее. То есть предположений целая куча. Вообще, почему вот такие маленькие дырочки, да, вот там, что человек туда не пролезет в принципе, то есть для чего они нужны и так далее. То есть очень-очень много различных теорий на этот счет, и я как раз посмотрела на тонком и полностью увидела все, что, зачем и почему эти дольмены использовались раньше, для чего они были расположены, вплоть до того, почему именно вот такое строение и почему вот эти вот дырочки, да, или как их назвать, то есть входы в эти дольмены, они настолько малые и круглые. То есть даже вот этот момент я тоже на тонком увидела, поэтому если вам все интересно, кто их строил, для чего их строил, что это вообще за места такие, для чего они были изначально построены, то, пожалуйста, заходите на Бусти, ссылка тоже есть в описании под видео, вот, буду рада всем новоподписавшимся. Ну а мы продолжаем. Что еще сказать насчет того, как сейчас будет строиться новый миропорядок. Ребятки, я думаю, что те самые ситуации, которые сейчас потрясают мир, да, с тем, что произошло в Венесуэле. Я, кстати, думаю, что Мадуро вывезли в США, в том числе для защиты, наверное, да, в чем-то, потому что нужно было момент вот этого нажима, то есть картельного, убрать, потому что картели, они нажимали, вот как я говорила, да, угрожали Мадуро, что если он начнет что-то делать, то с ним могут расправиться, то есть была угроза его жизни, и в том числе многие отметили, что реально без сучка и без задоринки прошел выход десанта прямо в центре Каракаса, да, все там высадились, не сработало ни ПВО, ничего, я думаю, это не случайно, то есть и не может быть такого, что ПВО совсем не сработало, то есть тут дрон мимо пролетел, вот в центре Каракаса, да, там была ситуация, где свои же запустили дроны, и там сразу же перестрелки начались, вообще там куча всего, а тут просто без сучка, без задоринки спустились, забрали, да, улетели, и никто ничего, даже там без единого выстрела условно, то есть ничего такого не было, а тут какой-то дрон там пролетел, уже полкаракаса там начали стрелять. Поэтому здесь стоит сделать определенные выводы, то есть то, что эта операция была согласована где-то на уровне, да, властей самого Каракаса, то есть я не знаю насчет Мадуро, но кто-то, кто стоит очень-очень высоко во власти, возможно, даже та же самая вот сейчас женщина, которая заменяет Мадуро, да, на должности, знали об этом.
То есть кто-то знал об этом, и кто-то очень высокопоставленный в Венесуэле, вот это то, что мне идет, готовился к этому. То есть и эта спецоперация проводилась не просто США, а в том числе не во главе, а совместно, я бы сказала, вот так, совместно с какими-то структурами, именно внутриполитическими, в самом Каракасе, которые были также заинтересованы в том, чтобы бороться с картелями вот этими. То есть здесь я не скажу, что совместно с Мадурой прямо, но Мадуро слабый лидер. Вот идет, что он действительно очень слабый лидер, который пытается держаться за свою власть, но, знаете, он не может ее держать. Ну, просто человек, ну, скажем так, не того уровня. Он какой-то слишком доверчивый, слишком, знаете, не мягкий, а вот мягкотелый какой-то, вот так вот хочется сказать, мягкотелый. То есть он какой-то вот слабый внутри, вот, очень-очень слабый внутри. И он не может, вот, знаете, это как человек, который не может держать ту ношу, которую несет. То есть он, ну, я бы не сказала, что прям не создан для этой должности, но он не того поля ягода, чтобы быть жестким, чтобы быть действительно, вот, принимать какие-то серьезные решения. Здесь дело не в жесткости, как вот мы там не будем, там вот это, а вот такие должности, они должны сопутствовать, да, тому, что лидер должен принимать какие-то достаточно жесткие решения, то есть какие-то действительно непопулярные решения, возможно, какие-то решения, которые сложные, то есть, да, надо обладать какой-то внутренней силой, очень-очень-очень серьезной для того, чтобы эти решения принимать. То есть это как раз-таки вот одно из паранояльных вот этих проявлений, да, которые как раз-таки я особо не люблю, которые вот отдают вот эти вот люди-пиксели там и так далее, но это жесткие решения. И они должны их уметь вовремя, да, проявлять вот эту твердость характера, чего Мадуро не хватает. Поэтому здесь, вот в этой, я скажу так, вот в этой спецоперации, которая сейчас проводится против картелей, да, вычищения этого Мексиканского залива, то есть там очень такая операция, где нужны жесткие решения, то есть быстрые решения и очень жестокие решения, то есть какие-то вот именно безапелляционные, паранояльные решения. И Мадуро, он здесь слабое звено. Он не умеет так, он не умеет, не может, не хочет, я не знаю, не хочет, нет, не может. Просто это не тот тип характера, не тот тип личности, который это может делать. И поэтому его оттуда убрали как слабое звено, которое мешает этому, то есть вычищению, да, потому что там сейчас будут идти вот реально какие-то очень-очень серьезные зачистки. Прям вот, знаете, я вижу много военных, я вижу много прям вот реально как вычесывают вот так вот. Прям ищут спецоперации какие-то, прям вот ловят их, как вот собаки дичь загоняют, да, вот так же будут загонять вот этих вот рабочих картелей. То есть те, которые состоят в этих картелях, те, которые наемники какие-то, еще что-то, их прям будут вот охотиться на них. Вот такое идет, прям охота будет на них очень-очень жесткая. Им сейчас будет не до того, чтобы там заниматься тем, чем они занимались всю жизнь. То есть они сейчас будут вот как крысы спасать свои шкуры. Вот это то, что проходит именно в моменте и Венесуэлы, и не только Венесуэлы, потому что там вот такое ощущение, знаете, идет, что там замешано, вот есть Мексика, Венесуэла, да, вокруг еще Венесуэлы какие-то страны, и вот такое ощущение, вся вот эта Южная Америка, то есть нижний, да, вот этот вот Мексиканский пролив, вот вся нижняя часть вот этот Южной Америки, вот со всего вот так вот континента, вот как-то прям с самого-самого низа не идет, но вот с какого-то центра, да, и вот такого вот
все стягивается туда, как будто там прям целые цепи какие-то, очень-очень много этого, тут, там, здесь, то есть вот эти вот картели или вот это вот продажа, да, особенно какой-то трафик, связанный с людьми, скажу так, он прям там очень хорошо отлажен, в том числе там и американские какие-то элиты, скажем так, чернушные замешаны в этом, то есть продажа, скажу так, продажа шла и туда, то есть не только там каких-то веществ, но и другого, да, что поставляли эти картели, но и оно все равно идет, вот я говорю, и как будто, знаете, кукловод сам, то есть кто этим управляет, он находится в Европе. Вот опять же идет вот одно и то же. Как-то вот так, ребята. Все. Так что мы будем за этим наблюдать. Я, если честно, тоже не совсем понимаю, как оно. Ну, я вижу, что должно будущее быть такое более, знаете, по-другому выстроено, то есть без вот этого вот лицемерия уже какого-то, без вот этого правила, что мы тут все такие, знаете, правила переписываем под себя, что вот здесь вот нам хорошо назвать это терроризмом, мы это называем терроризмом, а вот здесь нам не хочется называть это терроризмом, мы будем называть это борьбой за свободу, знаете, ну, то есть вот эти подмены понятий, там всякая вот эта херня, бла-бла-бла, вот это все это как будто уберется. То есть, знаете, когда власть была у боярей, и все бояре такие ходили, такие да-да-да, там, да, вот это гомотья какая-то была, гомон там и все. А тут вот пришел царь, топнул вот так ногой и сказал: так, ну-ка все бояре там замолчали, они такие раз все замолчали, и вот на царя поглядывают, что царь-батюшка скажет, вот так вот. Что-то вот такого больше плана. Но здесь, опять же, это не возвращение в царские времена, что прям цари придут. Нет, здесь именно придет вот обратно такое правление более империй. Будут какие-то вот такие восстановления. Не знаю, как оно будет, хорошо, плохо ли, но будет порядок какой-то. Вот именно будет порядок. И эти страны будут очень жестко держать, вот, знаете, жестко держать этот порядок в каких-то вот прям ежовых рукавицах. То есть такой какой-то вот новый порядок, основанный на 3 китах. Ну вот, ребята, дальше будем смотреть, как это все будет развиваться, как это все будет реализоваться, в том числе это новое, не знаю, как мироустройство назвать это или что, но это что-то абсолютно другое будет. Вот. Ну, может быть, это то, что как раз-таки в Азии больше, да, вот эта структура многополярности продвигается, то есть это откуда-то оттуда будет идти, но здесь будет более четко какая-то ежовая структура, которая будет очень жестко поддерживаться. А у меня на этом все. Пишите свои комментарии, не забывайте лайкать видео. Это поможет другим людям увидеть это видео, да, увидеть мой канал, тоже начинать наконец-таки просыпаться, смотреть и видеть правду. Ну и также мне будет, естественно, приятно ваше внимание и комментарии. Ну а я вас всех люблю, обнимаю. Ваша Надежда Солнечная. Всем пока-пока.